Ты заходишь в камеру. За спиной железная дверь, она уже захлопнулась. Впереди бетонные стены, облупленные нары, мутное стекло маленького окна под потолком. Камера тесная, воздух густой, тяжелый. Запах сырости, пота и железа. И тишина. Такая, что слышно, как кто-то скребется ногтями по дереву. Это твой первый день. Ты первоход, никто, ни друг, ни враг. Пока просто вопрос. И ответ на этот вопрос тебе придется дать. Быстро, иногда сразу, иногда в форме загадки. В малолетке загадки– это ритуал. Не просто игра, проверка, завернутая в шутку ловушка. Ответишь правильно– один путь, ошибешься– совсем другой. Это видео не просто рассказ о загадках, это инструкция, это предупреждение. Мы разберем, что такое тюремные загадки и зачем они нужны, какие бывают уровни сложности, как отличить игру от серьезной проверки, что делать, если не знаешь ответ, и как не подставить себя на ровном месте. Мы не будем романтизировать тюрьму, мы покажем как есть, с фактами, с историями, с атмосферой. Ты услышишь то, что не расскажут по телевизору, ты узнаешь то, что обычно передается шепотом, в камере, на прогулке, в курилке. Готов? Тогда поехали. Тюремные загадки – это не детская забава. Здесь нет зимой и летом одним цветом, и висит груша нельзя скушать. Здесь загадка – это маска, проверка на логику, на поведение, на устойчивость. И даже правильный ответ может обернуться проблемой, если ты скажешь его не тем тоном или не с тем лицом. Почему в тюрьме вообще нужны загадки? Тюрьма – это закрытый мир, здесь нет анкет и собеседований. Ты можешь казаться кем угодно до тех пор, пока не заговоришь. Одна загадка, и камера уже примерно понимает, кто ты. Проверяют все. Как быстро ты соображаешь, как держишься под давлением, боишься ли, подстраиваешься ли. Важно, загадку могут задать спокойно, с улыбкой. Вопрос будет звучать безобидно, но за ним может стоять серьезный тест. Особенно это важно на малолетке. Там все на нервах, все молодые, горячие, и любое неверное слово – это повод к конфликту. Загадки чаще всего задают первоходу. Только заехал, считай, готовься. Могут спросить за ужином, перед сном или сразу, когда ты зашел в камеру. И это будет не просто разговор, это будет ритуал. Пример. Чайник без крышки, внутри кишки. Что это? Ответ – череп. Почему именно такая загадка? Она проверяет образное мышление, знание тюремной культуры. И главное – твое поведение. Паникуешь, мнешься, говоришь, что за бред, считай, проиграл. Но даже правильный ответ еще не победа. За твоей спиной уже смотрят. Как ты держался? Не дрожал ли? Не мямлил? Ответ только половина дела, вторая половина, как ты его подал. В тюрьме важен стиль. Не только что ты сказал, но и как. Теперь, когда понятно, что тюремные загадки – это не игра, а проверка, давайте разберемся, какие они бывают. Все загадки можно условно разделить на несколько типов. У каждой своя цель, но общая задача – понять, кто перед ними. Ты умный или притворяешься? Спокойный или дерзишь? Свой или чужой? Первое. Загадки на реакцию. Это самые простые, но самые коварные. Обычно звучат мимоходом, как бы просто поболтать, но на самом деле это тест. Пример. Сидит ворона на заборе, сколько ворон в комнате. Смысл не в ответе, смысл в том, как ты отреагируешь. Засмеешься, начнешь спорить, сбросишь напряжение или попадешь в ступор. Если злишься, ты слаб. Если теряешься, ты не уверен. Если включаешь логику, выглядишь заумным, а таких здесь не любят. Что делать? Лучше всего нейтральная и спокойная реакция. Скажем, одна на заборе, а в комнате только если залетела. Без издевки, без страха. Просто ровно. Такой ответ покажет, что ты спокоен, уравновешен и в теме. Второе. Загадки на логику и внимательность. Следующий уровень – загадки вроде задачек. Но задача не в решении, а в том, как ты думаешь под давлением. Пример. В комнате 4 угла. В каждом углу кот. Напротив каждого кота по 3 кошки. Сколько всего лап в комнате? Пока ты считаешь, на тебя смотрят. Ты нервничаешь, камера молчит. Это проверка на сосредоточенность и выдержку.
Правильный ход – 16 животных по 4 лапы, равно 64 лапы. С твоими 66. Но главное, как ты отвечаешь. Нужно взять паузу, говорить уверенно, не суетиться. Даже если ошибся, не страшно. Если ты держишь себя ровно, это зачтут. Третье. Загадки с понятийной ловушкой. А вот тут начинается серьезное. Такие загадки звучат двусмысленно и могут втянуть в конфликт, если неосторожно ответишь. Пример. Ворон ворону глаз не выклюет, а если выклюет, кто виноват? Наивный ответ – ворона. И ты будто обвинил своего. Это может обернуться плохо. Умный ответ – та, что не поняла, кто перед ней. Без обвинения, без наезда. Но смысл понятен. В таких загадках важно не спорить, не пытаться казаться своим, если не знаешь понятий. Не лезь вперед с показной уверенностью. Если ты врубаешься в суть, тебя уважают. Если изображаешь знатока, начинают проверять дальше. Четвертое. Загадки-перевертыши. Иногда загадка звучит так, будто в ней вообще нет смысла. На самом деле это провокация. Проверка. Будешь ли ты спорить с системой или примешь правила игры? Пример. Сколько будет дважды 2, если тебя спрашивает человек с заточкой? Не про математику вопрос, а про то, понимаешь ли ты, что в тюрьме не все про логику. Ответ с юмором, но без дерзости. Все зависит от того, кто спрашивает. И ты вроде ничего не сказал, но дал понять, я в курсе, как тут все устроено. Когда ты впервые заходишь в камеру, на тебя смотрят все. Каждое движение, каждый взгляд, даже как ты кладешь матрас на нары, все считывается. И именно в первые часы люди совершают ошибки, которые потом дорого им обходятся. Разберем главные ошибки. Первое. Поспешные ответы. Страх, нервозность. Хочешь поскорее ответить на загадку, чтобы показать «я не дурак». Но в тюрьме это читается иначе. Ты не умеешь держать паузу, ты слаб в эмоциях. Пауза – это сила. Тот, кто не боится молчать, управляет собой. Что делать? Не торопись, вдохни, спокойно подумай. Пусть видно будет, тишина для тебя не враг. Второе. Паника в теле. Ёрзание, почесывание, нервные движения – все это моментально выдают твою неуверенность. В тюрьме важно одно – контроль над собой. Что делать? Расслабь плечи, дыши спокойно, не отводи взгляд в пол и не косись из-под лобья. Даже если внутри шторм, снаружи ты должен быть камнем. Третье. Шутки не к месту. Иногда первоходы пытаются шутить, чтобы разрядить обстановку. Но шутка может прозвучать как неуважение, как насмешка над порядками камеры. Юмор – это риск. Если не знаешь точно, перед кем стоишь, лучше промолчи. Четвертое. Излишняя покорность. Другие крайности – это соглашатели. Кивают на все, поддакивают, стараются угодить. Это выглядит жалко. А жалких здесь презирают. Что делать? Будь ровным, не агрессируй, но и не стелись. Спокойная уверенность – твой лучший щит. Пятое. Показное умничание. Некоторые начинают умничать. Цитаты, заумные ответы, философия. Думают, что этим произведут впечатление. На деле вызывают раздражение. В тюрьме ценят не слова, а поступки. Что делать? Отвечай просто. Говори по сути, без понтов. Шестое. Стремление понравиться. Некоторые сразу ищут старшего брата, пытаются втереться в доверие. Но в тюрьме симпатии так не работают. Уважение нужно заслужить поведением, а не словами. Что делать? Не пытайся понравиться, просто будь собой. Спокойным, уверенным, без лишней суеты. Чтобы понять, насколько серьезны тюремные загадки, нужно услышать реальные истории. 3 случая, 3 разных исхода, и везде всего один ответ определил судьбу. История первая. Сказал не то, стал посмешищем. СИЗО для несовершеннолетних, Нижний Новгород. Влад, 17 лет. Заехал по драке, спортивный, дерзкий, думал, что всех переиграет. На второй день ему задали загадку. На одной ноге стоит, другое крутит. В голове пусто. Влад усмехнулся и ответил: «Ты про себя шутку придумал?» В камере повисла тишина. Шутку приняли за хамство. Влад задел того, кого трогать было нельзя. Наказали не кулаками, а унижением. Мыло пропало, матрас испортили. За стол сажать перестали. Он быстро понял, в этой игре он проиграл. Вывод. Иногда лучше промолчать, чем блеснуть остроумием не туда. История вторая. Загадка спасла от раскрутки.
Воспитательная колония, Свердловская область. Миша, 16 лет. Тихий, худой, на вид легкая жертва. Сразу после заезда загадка. На что похоже, но не настоящее. Миша молча подумал и спокойно сказал: на тех, кто судит по внешности. Не в лоб ответил, но голос твердый, глаза спокойные. Это сработало. Его перестали трогать, начали уважать. Он не стал лидером, но стал своим. Вывод. Даже если не знаешь правильный ответ, стиль подачи решает все. История третья. Неверный ответ и удар в спину. Следственный изолятор, Санкт-Петербург. Артем, 15 лет. Только заехал. Камера, 12 человек. Двое старшие, с опытом. Загадка. Что такое? Нет ног – догонит, нет глаз – видит. Артем ляпнул. Слепой безногий зэк. Подумал, что пошутил. На деле задел кого-то в камере. Ответа не пришлось ждать. Удар по затылку. Жестко, без обсуждений. Потом извинялся, пояснял. Но поезд ушел. Уважения он уже не получил. Вывод. В тюрьме важен контекст. Даже если не хотел обидеть, мог обидеть. Некоторые первоходы думают: а что если я просто проигнорирую загадку? Не буду отвечать и все. Или специально ляпну что-то глупое. Типа: я вне игры, мне плевать на ваши ритуалы. Но в тюрьме даже молчание – это тоже ответ. И за него тоже отвечаешь. Что может случиться? Вариант первый – полный игнор. Ты молчишь, не реагируешь, смотришь в пол или в стену. Что видит камера? Ты не просто отказался играть. Ты показал неуважение к ритуалу. Реакция. Сначала молчание, потом раздражение, а потом давление. Психологическое или реальное. Последствия. Попытки раскрутить тебя на разговор. Проверка твоего дела, а вдруг ты гнилой. Усиленный контроль за каждым твоим шагом. Вариант 2. Намеренно глупый ответ. Ты специально отвечаешь ерунду. Типа отшутился. На загадку про без окон и дверей отвечаешь: банка с гвоздями. Реакция камеры. Сначала ржач, потом подтрунивание, а потом ты становишься удобной мишенью для приколов. Последствия. Потеря уважения, прозвище, чаще всего обидное, и переход на самое дно социальной лестницы в камере. Вариант третий. Провокационный ответ. Ты отвечаешь резко или с вызовом. Типа: а сам не можешь придумать поумнее? Реакция. Молча, жестко, могут ударить сразу, без предупреждения. Последствия. Мгновенное понижение статуса. Возможны регулярные проверки на прочность. Тебя начнут выжимать морально и физически. Что делать, если не хочешь играть? Есть безопасные способы выйти из ситуации. Улыбка без ответа. Спокойная, без издевки. Фраза «нейтрал». Не врубился? Можно потом. Дает тебе время. Ирония к себе. После дороги мозги зависли. Так ты не нарушишь ритуал и не поставишь себя под удар. Тюремные загадки – это не придумка наших дней. Они появились задолго до нас, и все это время эволюционировали вместе с самой тюремной культурой. Откуда пошли тюремные загадки? В СССР, когда лагеря были переполнены, в зонах появилась своя закрытая система жизни, свои законы, своя мораль и, конечно, свои способы понять, кто перед тобой. Загадки стали частью этой системы. Быстрый способ проверить человека, умный он или нет, свой или чужой, надежный или скользкий. Часто загадки рождались в дороге, в этапах, в карантинах, где люди сутками сидели в подвешенном состоянии. Как выглядели загадки тогда? Они были грубее, жестче, чем сейчас. Но суть оставалась той же – проверка. Примеры старых загадок. На что похожа судьба в зоне? Что у каждого есть, но никто не хочет терять. Ответ был важен. Но еще важнее, как ты его подаешь. В 90-е все изменилось. В камеры пошли молодые с улиц. Дерзкие, без идеологии. Загадки стали проще, грубее. Иногда просто для прикола или провокации. Пример загадки из 90-х. Круглая, мокрая, все хотят, никто не дает. Что это? Ответ – мыло. Но там суть была не в ответе, а в реакции. Как себя поведешь? Цель сместилась. Не проверить, а поймать на слабости. Сегодня загадки снова стали умнее, особенно на малолетках. Короткие, с намеком и с иронией. Вопросы стали резче и острее. Примеры. Что в камере не влезает, но всех касается. Ответ – уважение. Кто в углу, но все слышит. Ответ – стена.
Иногда загадку задают даже через видеокамеру наблюдения. Просто чтобы посмотреть, как новенький себя поведет, когда формально вокруг тишина. Почему загадки до сих пор живы? Потому что в тюрьме нет анкет, нет соцсетей, нет возможности узнать человека за 5 минут. Загадка – это сканер. Проверка на реакцию, на характер, на выдержку. А еще это передача культуры. Слова, юмор, законы – все передается через такие ритуалы. И пока существует закрытая среда, загадки будут жить. Ты дослушал до конца, а значит понял. Тюремные загадки – это не шутки, это экзамен. Это проверка, где ставки – твой статус и, иногда, твоя безопасность. На малолетке загадка – это способ понять, кто ты. Не кулаками и не криком, а тем, как ты держишься, как смотришь в глаза, как отвечаешь. Что важно помнить? Ответ – это не все. Главное, как ты его подаешь. Пауза – это сила. Спокойствие – твоя броня. Умение улыбнуться себе – оружие. Уважение – валюта, самое ценное. Ошибки бывают у всех, но в тюрьме важно не то, что ты оступился, а то, как ты потом стоишь на ногах, как смотришь в глаза тем, кто смеется, держишь свою линию, без суеты и страха. Малолетка – это страх, давление, проверка на прочность, но это и школа, жесткая и беспощадная, где один неправильный ответ может решить твою судьбу. Если однажды тебе снова зададут вопрос без явного ответа, вспомни, не бойся загадки, бойся потерять себя, пытаясь понравиться. Оставайся собой, спокойным, сильным, молчаливым, когда нужно, и громким, когда действительно важно. Только так ты пройдешь через любую загадку, через любой тест и через любую камеру. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.